Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем делать поделку в преддверии Дня Святого Валентина для Валиных одноклассников и для украшения класса. Она будет называться гирлянда из сердечек. У нас есть ножницы, большие степлер и маленькие есть. и маленькие, Есть линейка, линеечка. с помощью, когда мы будем размерять такие и бумажки. цветной картон формата А4. Можно брать любой, в зависимости от размера ваших сердец. Работа эта простая, доступна даже маленькому и большому школьнику. Итак, начнем. Необходимо взять лист плотной бумаги или картона, у нас он красного цвета, и провести разметку с помощью линейки, карандаша или ручки. Я с помощью принтера это сделал, чтобы было быстрее и надежнее. Здесь ширина полоски 1,5 см и длина по всей длине листа. Теперь берем ножнички, Валя берет свои детские, я беру взрослые, и по этим линиям начинаем разрезать полосы. Я не знаю как. Сначала режем по периметру, отрезаем так, чтобы ничего лишнего не осталось за линией. Валя, давай. Вот. И теперь обрезаем по каждой полосе отдельно. Стараемся резать ровно. Режем строго по линии, чтобы сердечки получились красивые. Как тебе, Валя, эта задача не тяжелая? Это будет твой праздник, поэтому ты должна сделать особенно красивые сердца, чтобы все одноклассники тебе завидовали. Полосы мы уже вырезали. У нас два разных цвета. Оранжевый есть. Оранжевый и бордовый. Это нужно для того, чтобы гирлянда получилась более разнообразной и интересной. Ширина полос варьируется от сантиметра до 2-3, в зависимости от того, какая жесткость нужна вашей гирлянде, и от ширины скоб степлера. Теперь, после того, как вырезаны полосы, можно приступить к скреплению всей гирлянды. Берем бордовую полосу, сгибаем пополам и здесь Вот так? хорошенько прижимаем. Сейчас, Валя, я покажу, потом будете делать. Затем эти два конца сгибаем внутрь, так, чтобы цветная сторона была снаружи. И с помощью степлера скрепляем строго внизу, чтобы не было никаких перекосов. В итоге получается такое симпатичное сердечко. Здесь ширина скобы у меня 1 сантиметр, поэтому она без проблем, даже перпендикулярно листу бумаги, фиксирует эту полосу. После этого берем оранжевую полосу, также сгибаем ее пополам строго, заводим сердечко предыдущее и также скрепляем с помощью степлера. Первое звено сердечек уже готово. Для того, чтобы была большая гирлянда, делаем все дальше. Валя, как тебе это занятие интересное? Да. Видишь, как легко и просто сделать праздничную, красивую гирлянду. В этом деле главное не перепутать цвета. Работа по созданию гирлянды закончилась.
Общая длина гирлянды вышла около 2 метров, и она прекрасно будет висеть на доске в классе у Валюшки. В принципе, здесь главное, чтобы был жесткий картон, и она не порвалась под своим весом и при случайном прикосновении маленького или большого школьника. Такая гирлянда особенно приятна для маленьких школьников, если они сделали сами. Да? Ты делала, нет? Я. Или с помощью родителей. Пользуясь случаем, поздравляем с Валей всех с праздником наступающим Дня Святого Валентина. Валентина. Желаем всем любви, здоровья, счастья и не болеть. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дело мастера боится. Будьте с нами. Всем пока. Пока.